Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры, и сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Infinix Zero 5G. Возможно, кто-то из вас его уже так же, как и я, купил через 3 месяца после продаж, после того, как его цена рухнула на 30 с лишним процентов. По этой причине я его и приобрел, и примерно представляю, куда я его смогу продать. Если говорить о этой железке, что здесь интересного? Почти 700 тысяч баллов в Antutu, 144 Гц экрана, 4К 60 FPS на фронталку, помимо этого еще и оптическая стабилизация. И вроде звучит все это нереально круто, правда? От себя добавлю, что здесь отличная яркость, автояркость, если она отрабатывает, потому что отрабатывает она 1 раз из 10. Вроде бы все волшебно. Вы слышите, оптическая стабилизация, вау. Она не отрабатывает здесь. Помните OnePlus 9, где была цифровая стабилизация? Отрабатывал он лучше, чем OnePlus 9 Pro с оптической цифровой стабилизацией. И вот здесь такая же история. Я говорю вам 4К 60 FPS на фронталке, но они качество по мне не лучше, чем у Xiaomi 1080p 30 FPS. Но все относительно. По поводу исходников. Все исходники, фото и видео у меня в личной телеге, по ссылке в описании можете посмотреть, скачать и оценить. Второй момент. В играх он повел себя неплохо. Третий момент. Если говорить по поводу недостатков, я прочитал в форумах просто бешеное количество проблем, начиная от того, что здесь глючит датчик приближения, у меня он не глючил, под это дело тоже есть какие-то решения. И заканчивая тем, что если тыльная часть у вас не стеклянная, может быть вообще печаль, беда с сборкой. Но у меня все хорошо, не считая лютого люфта у кнопок. И даже зарядка у меня он заряжается почему-то за 40 минут, хотя у большинства блогеров он заряжался за 53. В целом, смартфон уже с претензии на средний ценовой сегмент. Вот у меня в руках iQOO Neo 9 Pro. И до этого был iQOO Neo 9, и вот iQOO Neo 9 стоит примерно так же, как этот смартфон. Но это, конечно, небо и земля, не будем о грустном. Но здесь у нас есть все бенды. Здесь помимо этого есть Wi-Fi, VO, LTE, VO, Wi-Fi, разумеется, есть Bluetooth. Помимо этого, из интересного, здесь есть запись разговоров собеседника без уведомления, что очень странно. И если говорить о том, разочаровал ли меня этот смартфон или нет, меня лично удивил в хорошем смысле. Но точно это не про камеру вообще никак. Точно у него просто бешеное количество альтернатив среди А-брендов. Точно хочу отметить, что вот этот конкретно Tecno существует, его концерн, в 2 раза дольше, чем Xiaomi. Поэтому все, кто пишет мне, ну еще дайте им 12 лет также, и они догонят Xiaomi, помним, что они в 2 раза старше. Расскажу вам все. В конце резюмирую, расскажу, что вместо этого стоит, по моему мнению, брать. Смотрим. Распаковка. Поставляется этот смартфон в коробке из плотного картона. На ней есть краткая характеристика и название модели. Упаковано все хорошо. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, притом она гидрогелевая и неплохого качества. Краткое руководство, силиконовый чехол, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 68 Вт и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Разумеется, места под карту памяти нет. Смартфон весит 191 грамм, а его габариты 162 на 75 на 10,8 мм с блоком камер. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. И предложение есть намного выгоднее, чем Zero 30. Перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести Zero 30 5G. Напоминаю, что есть еще версия 4G, но там совсем мракобесие. Можно в золотистой, фиолетовой и зеленой расцветке. В зеленой расцветке тыльная часть выполнена из искусственной кожи. Внешний смартфон выглядит неплохо, но из-за расцветок он подойдет больше для женского пола. Собран смартфон неплохо. Отмечу, что корпус имеет защиту Corning Gorilla Glass и защиту по стандарту IP53. Это, конечно, абсолютно бесполезная защита от пыли и влаги, но хорошо, что они хотя бы по ней проверили. Разумеется, под дождем с этим смартом ходить нельзя, но легких брызг он не боится. Грани закругленные, в руке смартфон лежит удобно, он не тяжелый, но пользоваться одной рукой не всегда удобно, потому что очень много ложных нажатий. Притом, самое интересное, постепенно ты можешь приноровиться к этому. И, разумеется, есть функции для того, чтобы это дело все как-то компенсировать, но это, мягко скажем, костыли. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0 с поддержкой протокола Power Delivery версии 3.0. MHL нет, микрофоны, стереодинамики DTS с Hi-Fi сертификацией, динамики громкие, качество звука совсем не лучшее, и
из минусов сразу это лютейший просто люфт в моей сборке моего смартфона у кнопки питания и качельки регулировки громкости. Плюс перекос, разумеется, это полуторка в плане звучания стерео, но этим многие грешат. И по отзывам у очень многих из тех, кто приобретал смартфоны не со стеклянной задней крышкой, есть проблемы со сборкой. В настройках можно обнаружить несколько предустановленных эквалайзеров под разные сценарии использования и даже простой кастомный эквалайзер. Вибромотор дешевый, хотя многие говорят линейный. Ну хорошо, не знаю, что они сделали с линейным вибромотором для того, чтобы было легче, наверное, продать этот смарт. Предполагают, что он линейный, но он дешевый и ощущается как дешевый. Но не совсем печальный, не как в смартфонах за 7000, как в смартфонах за 15. ИК-порта и мини-джека не завезли, за что, разумеется, отдельный минус. Могли бы хотя бы ИК-порт установить, как делают те же Xiaomi-то. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, рамки заметные, подбородок небольшой, но есть. Экран водопад, как для игр, я бы Zero 35G не рассматривал. С другой стороны, опять же, повторяюсь, что приноровиться можно, и на прожарке вчера на канале для стримов я сказал, что играть можно, если у вас кондиционер, как у меня, будет включен на 18 градусов, вы будете играть без чехла, почему нет? Но смартфон все равно будет нагреваться до 42 градусов. Плотность пикселей 388 ppi, скажем так, плотность пикселей средняка, цветовой охват 100% DCI-P3, экран 10-битный. Пиковая яркость 950 нит, по моим замерам на 100% яркости экран выдает 766 люксов, при том, что экран может выдавать 1400 люксов только на 3 секунды, и то не всегда. Вчера, когда я проводил стрим, он мне вообще никак не выдал пиковую яркость, не захотел. Когда была максимальная, он сбрасывал, в общем, рандом. При том, что смарт во время просмотра YouTube может сбросить яркость ни с того ни с сего на 30%. Частота обновления экрана максимум 144 Гц. В настройках также можно выбрать автоматический режим. Разумеется, эти 144 Гц вы нигде не увидите, но главное, они есть. Тач на 360 Гц. В тесте на частоту дискретизации касания смартфон выдал результат чуть хуже среднего. Тест на мультитач на 10 касаний он проходит хорошо. Да, и в играх сенсорный отклик меня лично порадовал, не считая ложных нажатий. Нужно реально очень долго привыкать. Пару раз, правда, было, что он у меня в менюхе люто вис, и сенсор работал отвратно. Но по сравнению с Infinix GT10 Pro, который я тестировал, кажется, что этот Infinix уже норм. PWM димминг до 2160 Гц отрабатывает хорошо. Показатели шима отличные для AMOLED экрана, выше 13% он не поднимался. Always on Display на борту, притом там много всяких фишек, но я не думаю, что вы будете ими пользоваться, потому что чем больше ты АОТ нагружаешь, тем больше этот смарт у тебя поедает, а он поедает и так батарею очень быстро. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев с сертификацией безопасности Google BCR13, но это не всегда позволяет его разблокировать быстро. Он находится низко, но разблокируется 4 раза из 5 свободно. А если привыкнуть, то и 9 из 10, если постоянно туда, куда надо тыкать. Распознавание лица срабатывает корректно даже под углом очень быстро. Внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор установлен здесь 8-ядерный MediaTek Dimensity 8020. Это тот, который двухлетний, переименованный. С техпроцессом 6 нанометров и максимальной частотой 2,6 ГГц. Графический процессор Mali G77MC9. Интерфейс XOS 13 версии на базе Android 13 версии. Система работает некорректно, как и в остальных смартфонах от Infinix. Она не оптимизирована, но обновления мне уже прилетали. Из косяков, которые у меня выявились, безумно плохая ориентация. Автоматическая ориентация с горизонтальной на вертикальной просто рандомит люто, лично у меня. У народа датчик приближения глючит, у меня он не глючил, хотя он физический. Веток, посвященных косякам этих смартфонов, достаточно в интернете. Читайте, улыбайтесь, оценивайте. Оперативная память LPDDR4X, разумеется, на 8 и 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. VO LTE, VO Wi-Fi, все на борту. Агрегация частот есть. Для 4G 7 и 20 бенды на борту. Но по каким-то неясным мне причинам Infinix обычно хуже у меня ловят, чем даже Realme, дешманские, но глобальных версий. Но не будем о грустном. Bluetooth версии 5.3, стандартные Bluetooth кодеки на борту, NFC поддерживается, что хорошо, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, но напоминаю, что лучше точность qualcomm-овских 3 метра, чем на Dimensity 1 метр. Хотя обычно у меня он показывает точность в 2 метра. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке выдал ультра скромные 6 часов 34 минуты, тест я проводил на 100% яркости со 144 Гц экрана, Work Performance хороший, 17 тысяч баллов. У меня, кстати, заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания в среднем за 40 минут. Хотя у других блогеров 52 минуты, 53 минуты.
почему-то очень странно. Может быть, за счет того, что прошивки допилили. Беспроводной зарядки нет, и про функцию обходной зарядки информации я не нашел. То есть ее здесь тоже нет. Поедает за час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi со 100% яркостью, барабанная дробь у меня 9% заряда. PUBG с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 30% заряда. Если говорить про Genshin, то уходит где-то 48-50% заряда. Вот так. Притом, повторяюсь, в играх он повел себя очень даже неплохо. Я думал, что все будет намного хуже. Не вылетал, яркость не сбрасывал. Да, он не для многочасовой игры, но для того, чтобы час погонять, в принципе, везде, если грамотно подстроить настройки, вам хватит. Перейдем к тестам. Результат прогонки в тротлинг-тесте вы видите на экране. По Geekbench 6 мультикор 3214, синглкор 981, GPU Score 4185, 3D Mark показал Wildlife 4305, Wildlife Extreme Stress Test 1268, Wildlife Extreme 1272, Wildlife Stress Test 4404, Slingshot 5441 и Slingshot Extreme на максимум. Странно, что Slingshot не на максимум, правда? Вантуту выдал неплохие 696 тысяч попугаев, потратив 5% заряда на тест. Storage тест показал неплохие 64 тысячи. Стресс-тест на 182 минуты прошел плохо, антутовский, но молодец, что прошел. В тыльной части расположили тройной блок камеры LED-вспышку, основной сенсор на 108 мегапикселей с апертурой 1.7 оптической стабилизации и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик сенсор на 13 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов, плюс есть затычка на 2 мегапикселя. Фронтальный сенсор на 50 мегапикселей с LED-вспышкой, находится он по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS, что прям круто. Короткие примеры вы сейчас увидите, а исходники, повторяю, скинуты уже в мою телегу. Смотрите, улыбайтесь, и понятно, что люди минимальное количество видеопримеров этого смартфона вставляют в ролики для того, чтобы вам казалось, что все в порядке. Нет, это смартфон на уровне 120-150 долларов снимает. Я специально его оставлю для того, чтобы потом с поковскими дешманскими смартами, которые копейки стоят, сравнить по видеосъемке. И вы сможете оценить, насколько хорош Infinix за, на данный момент, по-моему, 33 тысячи рублей. Так, ну что, 4К 60 FPS, и хочу отметить, что первое, у меня здесь доп. Освещение специально поставил для того, чтобы выглядело все это волшебно. Будем смотреть, как кофе наберется из гейзерной кофеварки. И второе, со стабилизацией. Здесь стабилизация врубается исключительно в момент чего? Правильно, в момент 1080p 30 fps разрешения. Так что я не могу себе позволить пример данной съемки в 1080p 30 fps, а в 4К 60 fps камера будет вот так у вас дребезжать. Притом я делаю упор руки, то есть я сейчас снимаю с упором. И насколько хорошо или плохо отработает данное устройство при съемке, вы увидите. Часто очень специально завариваю кофе, чтобы люди понимали, как при попытке фудблогинга вы сможете снимать. Опа, есть. И смотрим. Смотрим. Горячо. Горячо. Можно вот так вот провести чуть-чуть. Опа, все. Ему хватило. Или не хватило. Да, с капсульным кофе даже от Starbucks не сравнить по крепкости. Сейчас я попью его и буду потом... О, слишком высокая температура. То есть это, скорее всего, потому что рядом с плитой. Но не вырубился. 4К 60 FPS, основной модуль, Zero 30, и почему-то у меня включилась вспышка. Вот так он определил в лифте, что в 4К 60 FPS необходимо включить вспышку. Кстати, ну если не докапываться, я бы не сказал, что он плохо снимает. А вот чехол я неправильно выбрал под него, да? Так примерно сможете себя снимать. Вполне возможно, кстати, микро будет работать не очень, потому что чехол с ошибкой. Но обзоров, примеров работы камеры будет еще много, поэтому смотрим. И вот так фронталочка. Шумная. Но вроде без роллинг шатра, который мы еще проверим не раз. 4К 60 FPS с разных камер. Получается, с ультраширика максимум до X09 можно уйти. 1080p 30 FPS, ночь. Такого я еще не видел. Таких шумов еще нигде. 4К 30 FPS, ночь. Ну это вообще как будто вернулся в 2000-е, да, по камере. Вот это вообще круто. Это 4К 60 FPS, ночь.
это вообще вау. Не зря кому-то там советовали, да, эту штуку. 4К 60 FPS, ночь. И по мне даже очень прилично снимает это дело. Фронталка 4К 60 FPS, роллинг шаттер. Не вижу. 4К 60 FPS, кстати, в такой же локации OnePlus Ace 3 под съемы делаю. Фудблогинг, можете сравнить потом с ним. И продолжаю показывать, почему это третий эшелон, да, 4К 60 FPS. Вроде камера ничего, но только убрать освещение и все. 4К 60 FPS, да, с видеоперемеров кто-то будет в приятном шоке. Главное не показывать ночные примеры, правильно? И рассказывать о смартфоне. Еще немного. Вот смотрите, если так снимать, в принципе, то норм. Главное вот так не делать. Опять же, может быть, на вашем экране все в порядке. 1080p 30 FPS, ночь, ультраширик, съемка с двух рук. Примеров будет мало ультраширика ночью, как вы понимаете. 4К 30 FPS, тот же ультраширик, ночь. И повторяю, что примеров будет немного, потому что, ну, сами видите, как он работает. В принципе, немало у кого ультраширик нормально работает за эти деньги. Да и даже не за эти. Основной модуль 4К 30 FPS, ночь. И давайте я плавно попытаюсь провести. Вот так сможете снимать ночью. Рваная картинка. Но опять же я не могу комментировать, потому что чтобы комментировать, надо видеть. А видеть надо на компе, как все это дело запишет. Он может записать нормально, а может вот то, что я сейчас вижу, я очумеваю просто. Вот сейчас я вижу ужас полный. 4К 60 FPS, Infinix Zero 30. Как я в прошлом обзоре благополучно оговаривался насчет Realme GT5 Pro Vivo называл. Сейчас пока еще не назвал его Vivo, но вряд ли я его назову, учитывая, как он со светом работает. Вот так, ночь. И фронталка, ночь 4К 30 FPS, Zero 30. Ночная съемка видео 4К 60 FPS. Infinix Zero 30. Бесконечно, все абсолютно. У меня 5 лица, то есть расстояние сантиметров 5 от микрофона у него, разговариваю в движении, и вот так вы сможете снимать. Так делать не стоит ни в коем случае. Но если вдруг решите, картинка будет примерно вот такой. Что же касается фронталки, если в движении будете снимать, долго я снимать не планирую, то картинка будет такой, разумеется, лучше этого не делать. Покупаем GoPro, крепление на них и не обращаем внимания на камеры, ничего не держим в руках во время движения. В магазине основа 4К 60 FPS, фронталка. Молодцы. За эти деньги 4К 60 FPS на фронталку повесить. Ну что, еще немного примеров. 4К 60 FPS. И особенность данного смартфона в том, что сейчас я вижу просто ужаснейшую картинку. Но как я посмотрел уже на исходниках на компьютере, допустим, та же ночная съемка, когда я видел не просто шумы, а просто синие пятна на компе, не на компе, на телефоне, когда я снимал. В итоге, когда я скинул все это на компьютер, да, все выглядело относительно плохо, да, хуже некоторых конкурентов. Допустим, сразу я за ролик раз 500 скажу. OnePlus 10T рвет это устройство как тузик-грелку. Но его не купить рядом ни в каком магазине. С другой стороны, ты потом его сможешь продать. А также скажу много раз за ролик, почему я его купил. И может быть некоторые блогеры, потому что их продают безумно дешево. То есть те люди, которые понимают, что они закупились, мягко скажем, неликвидом, в итоге через 3 месяца Infinix сбрасывают по ценникам, за которые они должны были изначально на маркетплейсах продаваться, как и делали раньше они на Али, до того, как стали миллионы сливать на рекламу в метро и остальных местах. Подумали, что от этого у них ПО стало лучше или еще что-то. Все эти циферки — это циферки, но днем, в принципе, снимает все неплохо, и эти цифры а-ля 4К 60 FPS это не просто чисто цифры, это все-таки какое-то, качество фронталки. Хотя, опять же, те же 1080p 60 FPS у топовых флагманов от Xiaomi, они получше будут, чем здесь 4К 60 FPS. Опять же, мое субъективное мнение. Смотрите ролики
И сравнивайте сами. Немного зелени. Да. Автофокус, кстати, даже ничего, смотрите. Раз, нет. Да. Еще и плавный. Какой подлый смартфон. Вот его допилили, в отличие от GT10 Pro. Наверное, на него был упор при маркетинговой кампании. Ну какая разница? Наше дело проверить правильно. Пока отрабатывает. Чувствую, этот смарт достоин быть в обзоре одним кадром. Да? Или нет? Как вы думаете? 4К 60 FPS, еще фудблогинга. Его мало не бывает. Вот так сможете снимать еду. Так зелень и еду. Еще фудблогинга. Теперь это у нас десерт. Так сможете снимать. Ультраширик, съемка против солнца, 1080p 30 fps. Ультраширик, 4К 30 fps, съемка против солнца. Основа 4К 60 fps, съемка против солнца. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Меня девайс заинтересовал и больше обрадовал, чем расстроил, потому что я ожидал от него намного худших результатов. Еще раз огромное всем спасибо, кто посмотрел этот обзор. Смотрите, приходите на прожарку iQOO Neo 9 Pro и этот смарт. Я его приобрел, перепроверил. За 23 тысячи рублей кто-то в комментариях под другими обзорами писал, что умудрился его купить вообще за 17-18 новый. В принципе, Авито наполнено 23-тысячными предложениями, и я считаю, этот смартфон смешно. Этих денег стоит. Но только в случае, когда мне очень много комментариев по поводу Infinix'ов пишут, что это, Саня, одноразовый смартфон, ты его покупаешь и потом забываешь, и потом его не продашь никуда. И я согласен, если вы готовы потратить 23 тысячи рублей, чтобы походить с смартфоном год-полтора, я не думаю, что он дольше 2 лет выживет у кого-то, он начнет фризить, тормозить, потому что и глюков и так уже достаточно, то это хороший вариант. Но я вас наведу на мысль, если вы готовы выбросить, а кто-то выбросил и 30 тысяч рублей, и он стоил и дороже, вот так и через год просто выбросить смартфон, или он у вас помрет, то почему бы не купить какой-нибудь флагман, потерять 20 тысяч и больше кайфовать. Ну, это так, если подумать насчет тех, кто мне пишет, я смартфон покупаю не для того, чтобы продавать. Я не настолько богат для того, чтобы не просчитывать свои действия потом. И это в каком-то смысле, если покупаешь нормальные смартфоны, а брендов не инвестиция, но ты немного теряешь. Ты потом продаешь, покупаешь что-то более новое и может быть даже лучше. Советовал бы я его к покупке? Однозначно нет. Почему? Я сейчас вам объясню. Вообще, вот мне очень часто пишут продавцы из различных магазинов, и я с ними солидарен. Когда ты в большом гипермаркете работаешь, у тебя вот только третий эшелон до 15 тысяч. До 15 тысяч рублей их можно рассматривать, особенно тех, которые идут на скидках. Все, что выше 20 тысяч рублей, но это сюр. Почему? Потому что вот этот смартфон. Сейчас вы начинаете гуглить, там смотрите по ссылке в описании стоимость. Где-то он 33, где-то он 27, где-то он 32. Что вы можете за эти деньги купить? Сразу же в описании смотрите. Poco X6 Pro, быстрая доставка. Просто рвать его будет. Я специально до Poco X6 Pro оставлю этот смартфон себе, чтобы по видео вам показать, какая космическая разница между смартами, которые стоят 33 и 28, и что вот это дело вроде бы с циферками и с модулями и всем остальным должен рвать этот бедный Poco, но я 100% уверен, что Infinix будет очень печально. Хотя, возможно, я допускаю, что я не прав. По поводу игр. Я рассказывал, что все хорошо. Конечно, хорошо, когда ты включаешь кондиционер на 18 градусов, играешь без чехла, и в принципе ты уже привык к тому, что всякие ZTE там до 41 градусов греются, и ты уже радуешься, что эта игра не вылетает, что сильно он яркость не сбрасывает. И в целом к нему привыкнуть можно. Даже к ложным нажатиям можно привыкнуть. Можно привыкнуть к качеству камеры. Можно радоваться тому, что он быстро заряжается, хотя существует просто бешеное количество девайсов, которые заряжаются быстрее. Так вот, если вы все-таки досмотрели до этого резюмирую, значит вам интересно чуть-чуть мое мнение. Есть два пути развития событий. Вам нужна камера, вы покупаете Samsung A54 за 27 тысяч, бешеное количество ритейлов и всего остального, и потом продаете его когда-нибудь за 20. Если вы собираетесь не снимать, а играть, вы покупаете Poco X6 Pro сегодня за 28.
В телеге скидок у меня он был во время распродажи вообще за 25. И забывайте. Еще раз огромное спасибо всем, кто досматривает ролики. Почему? Потому что вчера я выгрузил обзор на Redmi Watch 4. Народ вообще ничего по сути не смотрел, даже 9 минут. В конце ролика я сказал, что это китайская версия, глобальная будет через 3 дня на распродаже. Я купил китайскую версию специально, чтобы вам до распродажи рассказать. Потому что те, кто получил эти часы по НДА, они не могут до распродажи рассказать, а вы уже можете знать. Разумеется, перед сейлом цена стоит 12 тысяч, потом они будут стоить 7 тысяч. Мне начинают расписывать, что я подлец, и даю ссылку на товар, который еще не продается. В общем, какая-то дичь и сюр. Огромное спасибо всем, кто досматривает ролики. Надеюсь, вы понимаете идею, что я просто говорю, что лучше. Этот смартфон имеет право на жизнь. То есть, если все остальное я называл, мягко говоря, шлаком, допустим, GT10 Pro, то если вы приобрели этот смарт, то у вас уже, в принципе, нет другого пути, вы будете с ним ходить, и это неплохое решение. Операционка мне не нравится, подлагивание, глюки, есть какие-то вылетания, но этим грешат практически все смартфоны на всех оболочках, только это прям совсем корявое. Если не брать игры, то ложных нажатий просто бешеное количество у меня было. Не в играх я не приноровился к нему. Вот отпечаток пальца на второй раз сейчас сработал. Напишите ваше мнение по поводу этого девайса, посмотрите, пожалуйста, исходники. Как вам понравилось его видео или нет? Я бы Infinix держал бы в категории 150-180 долларов, продавал бы также на Алишке с быстрой доставкой, а не как они завезли все в ритейл. И допиливал бы прошивку вместо того, чтобы тратить эти бешеные деньги на рекламу. Девайсу от меня да, для покупки для моих подписчиков нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.